Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ранчо Усанчо. Сегодня я вам покажу топ-3 самых вкусных закуски на углях, на мангале, которые можно приготовить и подать как основное блюдо, как закуску перед шашлыком, перед застольем. В общем, это будет вот такая вот вкусная вещь. Поехали, я вам расскажу, что я сделаю и какие будут эти те самые вкусные топ-3 закуски. Первым делом берем вот такие вот большие чесночины, головки и разрезаем пополам. Теперь мы должны запечь, чтобы чеснок был не такой ядреный и чтобы он стал мягким. Отправляем сюда чесночины и добавляем сверху немного оливкового масла. Все это дело заворачиваем. Можно в 2 слоя фольги это, в принципе, сделать. Такая пушка сегодня. Выпуск просто огонь. Друзья, не постесняйся, не поленись. Бери, подписывайся, ставь лайк этому видео. Ну и делись той столь вкусной закуской со своими друзьями. Побежали отправлять это все на мангал. Ставим вот такую большую решеточку. И сразу же их сюда. Буквально минут 10 они будут запекаться. Пока чеснок запекается, мы будем подготавливать начинку. Сырная начинка пойдет у меня в 2 сразу же закусках, поэтому я взял для 2 закусок 2 сыра. Сыр моцарелла и сыр, я не помню уже какой, но смысл в чем, обычный там российский голландский сыр. Берем и натираем это все в крупную тару, где смешаем 2 сыра. И сыр моцарелла пошел. Полученную смесь делю на 2 части, потому что она пойдет на 2 наших вкуснейших закуски. Вот так вот. Одну сразу же убираю, она мне нужна пока что. И теперь в эту закуску добавляем укроп. Можно еще добавить, в принципе, зелень, какая вам нравится, но у меня сегодня чисто укроп. Нарезаем мелко. Пошел сюда укропчик. И также добавляем сюда хороший, вкусный домашний творог. Приблизительно столько же, сколько и сыра. И теперь полученную вот эту вот смесь хорошо все вместе перемешиваем. Разминаем творог. Друзья, запах вот этот вот аромата сыра, творога и укропа. Знаете, насколько вкусен? Насколько вкусен? Берем лаваш, разворачиваем и отправляем сюда эту всю начинку. И теперь это все максимально плотно пытаемся завернуть. Все, отлично. Вот такой вот рулет получился. Его пока отставляем. Чтобы лаваш не засох, можно убрать в пакет, пока мы формируем следующие закуски. Пока оператор спал, я немного заигрался. Ладно, поехали. Делаем закуску номер 2. Берем, в общем, чеснок и натираем на мелкой терке. Чеснока берите побольше, потому что это будет такие, знаете, чесночные гренки, черненькие, из бородинского хлеба. Хрустящий, со вкуснейшим просто беконом. Представляете? И все это пожаренное на мангале. Как же это круто и очень вкусно. Друзья, короче, я очень сильно быстро бегал. Короче, мы порвали микрофон. Все, мы взяли запасной микрофон. Надеюсь, качество звука сильно не изменится. Поэтому продолжаем дальше готовить. В общем, мелко измельчили чеснок. Берем сюда зеленушки. Из зелени я беру укроп сюда. И также у меня будет здесь вот базилик свежий. Нет свежего, можно свежезамороженный, ну, либо же сушеного. Ну, потому что просто базилик придаст очень вкусный аромат. Зелень пошла.
Также базилик. Вот самые большие корни я отрублю и мелко измельчаем. Теперь сюда отправляем немного оливкового масла. Сейчас будем смотреть по консистенции. И все, короче, вместе вот эту вот обмазку перемешиваем. Она не должна быть очень мокрой, потому что, ну, просто хлеб иначе просто весь размокнет. Она должна быть чуть-чуть влажная. Вот. Вот хорошая консистенция, чтобы можно было намазать. Получается такая пряно-чесночная обмазка. Ништяк. Вообще класс. О, как пахнет. Вообще класс. Ну, а теперь все просто. Берем черный хлеб. Обязательно черный. Он сам по себе ароматный. И нарезаем вот на такие вот брусочки. Можно его, кстати, открыть, чтобы он еще немного подсушился. В принципе, как сделал я. Разделяем. И вот так вот на 4 части, чтобы это можно было завернуть все удобно в бекон. В общем, показываю. Берем немного вот такой вот обмазки и намазываем на хлеб. Чтобы эта обмазка на каждом кусочке была. Хотите, можно с двух сторон сделать, можно с одной. В общем, хлеб просто должен пропитаться столь вкусной, вот этой вот ароматной обмазкой. А теперь все заворачиваем в сырокопченый бекон. Вот так вот. Класс просто. Отличная просто закусочка вот такая вот получается. И готовим третью вкуснейшую просто закуску. Первым делом берем зелень. Можно укроп, можно петрушку, можно кинзу, как хотите. И также в труху просто измельчаем. Отправляем сюда. Сюда же отправляем оставшуюся часть сыра, которую мы отделили. И запеченный чесночок. Разворачиваем. Просто бомба. Горячо. Но смысл в том, что, ну посмотрите, чеснок-то весь готов. Класс. И его просто вот так вот приминаем. Делаем из него небольшую такую кашицу. И вот эту вот кашицу добавляем сюда к сыру. Все это хорошо перемешиваем. Дружим все ингредиенты между собой. Если совсем сухо, то добавляем немного оливкового масла. Должна получиться такая вот намазка, чтобы можно было намазывать, чтобы не сухая была, но и не сильно влажная. Берем вот такой вот французский багет. Ну, это, конечно, не совсем, мне кажется, французский, но, короче, ништяк. И разрезаем на 4 части. Мы его сейчас сделаем хрустящим. Мы его подсушим на мангале. Бежим, в общем, все. Мы теперь это все отправляем на угли и получаем вкуснейшие 3 закуски на стол к себе. А теперь все это отправляем на угли. У меня, кстати, лаваш немного развалился, но ничего страшного. Также немного подсушиваем булки и отправляем сюда бекончик поджариваться. Булки, смотрите аккуратнее, чтобы они не пересушились. Хлеб быстро очень запекается. Берем булку, пока она горячая. Берем сыр. И вот так вот сюда отправляем вот эту чесночно-сырную зеленушную начинку, чтобы сыр максимально смог расплавиться.
И так начиняем все вот эти вот булочки. И можно багет еще немного отправить. Вот так вот подсушиться, и чтобы сыр немного подплавился. Друзья, ну вот и готовы 3 топовых закуски. Это сырно-творожный вот такой вот вкусный лаваш. Чесночные гренки вместе с беконом пропитанные. Представляете, хлебушек чуть подсушенный, бекон тоже немного хрустящий. Это очень вкусно. Ну и вот такой вот чесночно-сырный багет. Это вот просто пушка, вот посмотрите. Эх, все вываливается, класс. Посмотрите, сыр, он подплавился. Это просто очень вкусно. Хрустящий лаваш. Внутри сыр, моцарелла, кислинку небольшую дает, плюс творог, небольшую кислинку, плюс сыр немного тянется. Там, где сыр, это всегда очень вкусно. Вот такие вот чесночные гренки с беконом. Гренки по краям подсушились. Сырокопченый бекончик. Это прям вообще топ. Это, наверное, самая вообще вкусная закуска, которая есть на мангале. Я не знаю, ну вообще класс. Ароматная зелень, чесночок. Вот когда кусаешь, чувствуется небольшая соленость бекончика. Хрустящий вот он немного. Потом ты чувствуешь хруст такой вот гренки. А потом попадается нота чеснока и аромата зелени. Вообще класс. Бомба. Это просто вкуснятина. Багет очень сильно хрустит. Внутри остается мягенький. Корочка хрустящая, сырная вот эта начинка, друзья. Ну это просто праздник желудка с такими вкуснейшими закусками. Обязательно делитесь этим видео со своими знакомыми. Готовьте, если вы на мангале, на природе, либо у кого-то в гостях на даче, у себя на даче, готовьте сначала себе вкусные закуски, ну а потом уже придет пора мяса, крылышков, шашлыков, что хотите. Но обязательно готовьте, потому что без них стол будет не стол. Подписывайся, ставь лайк, пиши комментарий. До новых встреч, до новых видео. Пока.